Ну, конечно, сейчас сошлось много чего. С одной стороны, накопившись сейчас во всем мире, и Россия тут не исключение, бытовая усталость от всех этих ковидных ограничений и раздражение, вызванное финансовыми следствиями ковида. Сейчас, конечно, не позавидуешь, ну, например, малому бизнесу. Не позавидуешь и молодым выпускникам вузов, которым сейчас трудно устроиться. С другой стороны, ладно, мы школьники, но и те, кому меньше 40, обладают уже весьма смутными представлениями о том, к чему в России приводили революционные потрясения и насилие как способ решать проблемы. Ребят не заставили не только 1917, но его уже никто не помнит воочию. Для ребят далекая история даже уже октября 93-го. Это новые реалии. Как в них не опрокинуть страну? Ну и еще приметы. О них наш обозреватель Алексей Петров. Зарубежные информационные интернет-ресурсы немедленно стали выкладывать кадры с акций протеста. Среди информационных орудий белорусский телеграм-канал Нехта Лайв, который из Польши широко освещал протестные акции летом в Белоруссии. Как думаешь, выйдут они на проезжую часть? Некоторые отчаянные уже выходят. В информационную битву вступает «Медуза». На подходах к Москве бронетехника. Позднее выясняется, фейк – это кадры из соседней Белоруссии. Еще один ресурс – Навальный Лайв, который ведет информационные атаки с территории Германии. Но это точечные информационные залпы. Более массовый охват обеспечил видеохостинг YouTube. Корпорация Google обеспечила привилегированное положение российскому каналу «Дождь». Бесплатная трансляция и на русском, и на английском. Всем привет. В Москве полдень 23 января. И даже мейнстримовые информагентства подчеркивают, в российском МИДе регулярно завышали количество участников протестов. Протестные акции в России в центре внимания зарубежных политических кругов. Посольство США заранее вывесило на сайте, в каких городах и где именно будут собираться участники вообще-то незаконных акций. В списке больше десятка городов. Сделано будто бы исключительно для своих граждан в целях безопасности, которым дипломаты рекомендуют избегать демонстраций. Им же рекомендуют носить при себе документы. Но вот нюанс, который обращает на себя внимание. Касательно демонстраций в Москве говорится, от Пушкинской площади двигаться планируют в сторону Кремля. При том, что сами активисты, если упоминали, то о Манежной площади. И справедливости ради, в нынешние ковидные времена американских туристов в Москве нет. Только те, кто живут постоянно. И они уж в курсе столичной топонимики. Они бросили информацию относительно того, что планируется некий поход на Кремль. А ведь об этом не заявляли даже сами организаторы. Что это было? Призыв, инструкция, мотивация? Вот интересно, как бы вели себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне. Я могу себе представить, как затрясло бы американский политический истеблишмент, какая бы началась истерика, русофобия, обвинения во вмешательстве во внутренние дела, угрозы санкций, высылки дипломатов и многое другое. Так вот, американским коллегам, которые позволили себе в информационном пространстве по-настоящему вмешиваться в наши внутренние дела, придется объясняться в Министерстве иностранных дел. Теперь политическую оценку информатакам намерен дать Совет Федерации. Явно ставка сделана на зарубежные разнообразные цифровые платформы, мессенджеры и другие средства передачи информации цифровым путем в системе интернет, для того, чтобы фактически вовлекать наших граждан, в том числе, и это особенно печально, несовершеннолетних граждан, а это противоправное действие уже сами по себе, в организацию и проведение несогласованных мероприятий. Сенаторская комиссия имеет основание полагать, что за всеми этими мероприятиями явно прослеживается действие иностранных государств, и все это происходит при содействии зарубежных специальных служб. Популярные мессенджеры и соцсети сделали, кажется, все, чтобы подростки пошли на митинги. Нам 14 лет. Ага. Тоже 14. 14. 15. Вот кадры из Абакана. Кажется, что это целая школьная экскурсия. Многих подростков, например, в Красноярске, откровенно заманивали на политическую акцию. Меня зовут Кристина, я в 10 классе. Сказали, что будет классная тусовка. Увидела в ТикТоке, в Инстаграме. Пришла посмотреть. Неудивительно, что многие из тех, кто сегодня оказался в центре политических протестов, вообще с трудом представляют реалии политической жизни. Как вы думаете, именно увольнение Навального с администрации президента как-то повлияло на их отношения дальнейшие с Владимиром Путиным? Ну, безусловно, это дало свою негативную
как бы и должность, именно то, что занимал Навальный в администрации президента. Почему Путину не понравилось это? Скорее всего, он не хотел петь под их дудку. Он хотел приручить Навального, но не получилось. Последовательные попытки интернет-ресурсов вывести молодежь на улицу активизировались с каждым днем. Но сегодня один из главных оппозиционных ресурсов, телеканал «Дождь», подчеркнуто дистанцируется от несовершеннолетних. Торжество закона в эфире. Это первая акция, на которую вы вышли? Да. А сколько вам лет, если не секрет? Мне 16. То есть вы несовершеннолетние. Понятно, спасибо вам большое. Но вот видите, и несовершеннолетние в том числе... Не уверена, что мы можем показывать в эфире несовершеннолетних. Участие детей в незаконных акциях стало настоящим кошмаром для родителей. Многие из них сами ехали на место, чтобы увезти подростков домой. Все, домой, пошли. В любом случае, зарубежные интернет-платформы сделали все, чтобы дети оказались под ударом во всех смыслах. А представляешь, что с мамой будет, если узнать, что ты задержали такого маленького? Приедет, заберет и все. У меня брат есть старший, он больше залетает. Ты один пришел или с кем? Один. На метро приехал. Появлявшуюся в интернете информацию о задержании подростков немедленно брали на контроль, в том числе уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она лично приехала в один из отделов полиции разбираться в деталях задержания ребенка. Несовершеннолетний уже передан родителям. Сейчас вернулись домой вместе с мамой, поехали мальчики 9 лет, 9 и 12 лет. Ну, ровесники моим сыновьям. Это самые маленькие участники московских вот этих митингов. И, конечно, они говорят, что не просто катались, увидели много народу, решили посмотреть, что там. Безусловно, риски для жизни однозначно видны. Мы, конечно, разбирались с теми ситуациями, когда видели на видеокадрах, где полицейский так вот крепко берет или за рюкзак, или за шиворот, не очень там заметно, ребенка и вытаскивает. И теперь понятно, почему. Их бы затоптали в этой толпе. Порядка 15 детей задержанных здесь, в Москве. Уже многие из них отпущены. По регионам также многие отпущены. Их задерживали для того, чтобы передать законным представителям. Накануне врачи в один голос говорили, из-за пандемии ни в коем случае нельзя устраивать в Москве массовые акции. Уже известно, среди тех, кто вышел на улицы, были больные коронавирусом. Но судя по тому, что я сегодня видел, нарушены все требования эпидемиологической безопасности. Скопление людей, без масок, никакой социальной дистанции. Все это может вызвать всплеск новой волны инфекции. И тогда этот госпиталь заполнится в ближайшие дни. Это очень опасная ситуация. Участники акции уверяют, они против власти, но, конечно, настоящие патриоты. О глубине патриотических чувств немало говорят эти кадры с Пушкинской площади. Российский флаг на земле, на него наступают ногой. В какой-то момент девушка пытается его вырвать, но безуспешно. Об уважении к государственным символам молодым оппозиционерам еще не рассказали. Алексей Петров, Максим Щепилов и Павел Алексеев. Вести в субботу.